Привет, это арт-студия Единорога. Сегодня я предлагаю сделать вот такую поздравительную открытку на 8 марта для мамы, бабушки или тети. Ну что, давай начнем. Для начала я заготовила формат А3. Это половинка альбомного листа, и вот так его согнула напополам. У меня акварельная бумага, рисовать мы будем акварелью. Нарисуем эскиз. Я рисую цифру 8. Это один круг поменьше и второй круг побольше. Рисую очень тонкой линией, чтобы у нас потом наш эскиз не пролегал через акварель. Теперь я беру просто чистую воду и наношу вот так наполовину верхнего круга восьмерки и наполовину нижнего круга восьмерки просто водичку. Дальше я возьму желтый цвет, холодный желтый цвет, и буду вливать вот такими точечками в нашу водичку. Вначале на верхней части восьмерки, а затем на нижней. Смотри, как у нас растекается желтая краска. Мы делаем первый слой, затем мы будем прорабатывать. Это у нас восьмерочка будет состоять из мимозы, так как мимоза у нас весенний цветок. Теперь я возьму теплый желтый и буду вливать в тот светлый желтый, который у нас чуть светлее, вот такими точечками, капельками, точечками, чтобы у нас получилось разные по насыщенности, по теплоте. Немножко вот так я обозначаю шарики мимозы. Мимоза у нас состоит из шариков. Возьму еще коричневый цвет и тоже маленькими точечками. Тут самое главное не переборщить. Вот таким образом вливаю прям капелюшечку коричневого цвета. Коричневый цвет будет создавать тень между шариками мимозы. Далее беру зеленый, светло-зеленый и намечаю листву первым слоем. Рисую ее хаотично. Листва у мимозы как елочки. Побольше воды, поменьше краски. Мы сейчас просто намечаем первым слоем. Дальше мы будем прорабатывать. Поэтому нам нужно, чтобы здесь был посветлее слой. Где-то я добавляю немножко зеленого между желтым. Желтым у нас тоже будет сквозь мимозы просвечивать листва. И точно так же добавляю на верхнем круге восьмерки. Ничего страшного, если у нас немножко затекает зеленый цвет в желтый. Это даже нам создаст определенную привлекательность, интересный эффект. Вот так точкой кое-где поставлю. Во внутренней части восьмерки больше добавляю листвы. Вот такой первый слой у меня получился. Теперь я дам этому первому слою просохнуть. Вот он у меня высох. Теперь я снова чуть-чуть покрою просто чистой водичкой мимозу, именно цветы. И начну снова добавлять, усилять насыщенность, так как у нас акварель при высыхании бледнеет, мы добавим еще чуть-чуть цвета, чтобы у нас был поярче. Наша иллюстрация, наша открытка, чтобы она была поярче. Также добавляем теплого желтого. Теперь уже мы не столько воды добавляли, а чуть поменьше, и поэтому у нас точечки не так растекаются сильно. Уже образуются шарики. Если у тебя получилось много воды, ничего страшного, бери сухую кисточку. Сухую прям нужно высушить ее от салфетку или вот тряпочку. Вот так я делаю. Вот здесь у меня получилось много воды. И сухой кисточкой я собираю лишнюю воду.
продолжаю дальше работать. Делаем то же самое, что делали в первый раз, просто добавляем насыщенности. Точно так же добавляем коричневым цветом точечки. Совсем чуть-чуть, чтобы у нас не стало цвет грязным. Пока у меня будет сохнуть мимоза, чуть-чуть добавлю вот здесь еще. Пока будет просыхать мимоза, мы будем рисовать, прорабатывать листву. Я беру более насыщенный цвет, берем два каких-то цвета. Начинаем прорабатывать как еловую ветвь. Смотри, где-то я беру побольше воды, а где-то добавляю побольше цвета. Для чего это нужно? Для эффекта. Так у нас создается объем, тень, ну и красивый акварельный эффект. Такими штришочками я буду рисовать сейчас всю листву. Где-то опять же я проработаю посильнее. Вот здесь она у меня заходит под цветы и выглядывает под цветами. Здесь также. Где-то я делаю подлиннее веточки, загибаю их вот так вот красиво. Решила сюда добавить немножко похолоднее цвета. Нужна для этого острая кисточка, чтобы у нас получились красивые такие листочки маленькие. Если ты не успеваешь за мной, ставь видео на паузу, продолжай. Когда все у тебя получится, продолжай дальше с нами. А также не забывай подписываться на наш канал и ставить лайки. Вот здесь у меня уже почти просохло. Я добавляю веточки еще зелени, которая проглядывает сквозь цветы мимозы. Дорабатываю нашу восьмерку зеленью. Когда добавляешь потемнее, веточки сразу становятся объемные, но нужно тоже добавлять только местами, иначе просто станет вся листва темная. Так вот в конце, закрывая этот круг нижний, я захожу чуть-чуть листвой на цветы. Приступлю к верхнему кругу и точно так же, как на нижнем, буду прорабатывать все эти маленькие листочки. В этой области я делаю по насыщеннее цвет, потемнее, так как у нас будет здесь тень. Чуть-чуть с верхнего круга листвой перехожу на нижний круг. Так как это у нас одна целая цифра, стараемся ее соединить в одно целое. Нижний слой, который мы сделали светло-зеленым цветом, помогает нам создать
объемность веткам. Восьмерка у нас получается не плоская за счет этого, а такая объемненькая, как веночек. Добавляю веточек вокруг цветов более насыщенным цветом, но немного совсем. Будем продолжать рисовать мимозы. Чуть-чуть добавлю светлого цвета, светло-желтого. Уже по высохшему, пока я рисовала листочки, у меня подсохли цветы. Теперь я смешаю немножко коричневого, зеленого и желтого. У меня такой получится цвет. Коричнево-зеленый. И начну рисовать шарики сами. Вот такими движениями я буду добавлять теней. Мимоза состоит из мелких шариков. И чтобы у нас получились шарики, мы их будем выделять тенью. Дала я всему этому просохнуть. Теперь добавлю вот с этой стороны тоже немножко шариков. Уже по сухому просто точечками поставлю в нескольких местах хаотично желтые точки, чтобы наш рисунок смотрелся более законченным. При добавлении вот этих желтых последних цветочков на зелень у нас вся восьмерка замыкается и получается цельная. Смотрится одним гармоничным объектом. Также добавляю теплого желтого в эти шарики и проработаю теперь еще чуть-чуть. Такими движениями буду добавлять внутреннюю тень. Шарики сразу вырисовываются, выходят на передний план, их уже становится видно. В принципе, тут ничего сложного нет. Нужно просто посидеть, порисовать вот такими штришочками, повыделять цветочки. Из общей массы мы теперь конкретизируем в более детальную прорисовку. Но опять же, я не прорисовываю каждый шарик, я намечаю только, чтобы было ощущение того, что у нас состоит из шариков. Вот так у меня уже выделились цветы и листва. Но теперь я хочу сделать еще больше акцент. Возьму белую гуашь и на некоторых цветочках нарисую светлые участки.
Хорошо высушу кисточку. Набираю гуашь и вот такими движениями капелюшечкой с правой стороны на некоторых шариках добавляю светлого цвета. Делаю это совсем немножко, чуть-чуть. Вот этого будет достаточно. Вот такая у меня получилась иллюстрация на нашей открытке. И я думаю, что с этой открыткой ты замечательно поздравишь маму, тетю или бабушку. Ну а на сегодня все. Я надеюсь, у тебя все получится. И до новых встреч. Приходи ко мне учиться.